Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня я хочу поднять очень серьезную тему. Это тема защиты наших садов от вредителей и болезней. Я думаю, что это видео будет интересно всем зрителям, которые имеют какое-то отношение к растениям. То есть выращиваете вы комнатные растения, выращиваете вы овощи, либо же декоративные растения. Все препараты эти у нас работают по всем культурам. Я разделил здесь все на несколько групп. Одним препаратом у меня представлен протравитель. Он используется для картофеля, расскажу позже. Два препарата вот здесь отдельно лежат. Это инсектоакарицид, что обозначает, что они прекрасно борются с клещами и паукообразными. Дальше 5 препаратов – это инсектициды различного действия. Они, в принципе, работают по большинству, скажем, 99% вредителей они убивают на любых культурах. Большая группа выделена вот здесь в 3 небольших. Это фунгициды. Они все у нас различного действия, даже есть специализация узкая, то есть некоторые действуют на отдельные культуры лучше, на другие хуже. С этой стороны 3 препарата я выделил. Это гербициды, те, которые борются с сорняками. Я расскажу об этом сейчас всем более подробно. И последняя группа представлена 2 препаратами. Это экологически чистые, то есть природного происхождения препараты. Для того, чтобы не загрязнять химией ваши участки. Как правило, сейчас все препараты современные, они идут достаточно безопасные, и большинство препаратов разлагается в первый месяц, грубо говоря, после их использования. У всех препараты разные. Разные по названию, то есть фирм у нас достаточно много, которые самостоятельно делают препараты. И на что я буду обращать именно в своем видео внимание, на то, что очень важно смотреть на действующее вещество. В каждом препарате есть действующее вещество. Например, возьмем даже просто тоже Angio. Это препарат, хороший инсектицид. В нем действующих веществ 2. Это лямбдацилгалатрин и тиаметоксан. Таких препаратов в вашем регионе может быть несколько с совершенно другим названием. Поэтому всегда смотрите на действующее вещество, чтобы не покупать одно и то же. Большинство этих препаратов мы используем в своей практике. В принципе, я сам лично их испытал, поэтому знаю, о чем говорю. Начнем с одного препарата, называется он Селестоп. Это протравитель. Протравитель для картофеля и семян. Он защищает картофель от большинства болезней картофеля. Перед посадкой обрабатывается обязательно. И также он защищает от вредителей картофеля, таких как проволочник общеизвестных и колорадского жука. Не будем, в принципе, на нем. Здесь инструкцию, я думаю, что вы сможете прочитать сами, как им пользоваться. Следующая группа – это фунгициды. Почему их много? Потому что эти препараты, у них есть даже узкая специализация, то есть на определенных культурах они работают, на определенных нет. Здесь я выделил 2 препарата, которые очень важны для лечения винограда от болезней. Они борются, я не буду перечислять там мучнистую росу и так далее, то есть у них достаточно широкий спектр. Они борются очень хорошо, отлично с милдью. Так выглядит этот препарат. Действующее вещество в редомилголде у нас манкоцеп и металлоксил. Я отдельно напишу под видео весь список по всем препаратам, чтобы вы могли прочитать и записать себе, как они называются, эти действующие вещества. Также, само собой, препараты. Второй препарат Тиавид-Джет. Отличный препарат. И чем он отличается от редомилголда? Тем, что он прекрасно борется с аидиумом, также с мучнистой росой. И у него есть еще дополнительное одно классное свойство. Он также имеет противоклещевой эффект, акарицидный так называемый эффект. То есть он отлично борется еще и дополнительно с болезнью и также с клещами. Всем известный медный купорос, я думаю, все знают, как им пользоваться. Это для ранней весенней обработки сада. Используется препарат. Самый простой препарат, который, в принципе, должен быть в аптечке у каждого садовода. Всем известный фундазол прекрасно подходит для
борьбы с болезнями, с большинством болезней на комнатных растений, таких как мучнистая роса. Также он прекрасно борется с твердым сажистым грибком, снежной плесенью. Отличный препарат именно по газону. То есть после зимы, как правило, если зима была достаточно мягкой, вот, наши газоны, как правило, заболевают снежной плесенью. Это хороший препарат, прекрасно с ним борется. И иногда он используется еще при корневых глине. Прикорневых гнилях. Отдельно хочу выделить вот препарат, называется Скор. Действующее вещество у него дифеноконазол. Это отличный и практически единственный препарат, который помогает нам при ржавчине. Отдельно хочется сказать за него, потому что большинство препаратов, даже на которых написано, что они действуют против ржавчины, они, как правило, малоэффективны. Препарат Скор хотя бы как-то с ней борется. Если вы вовремя его будете применять, то есть начиная с весны и до поздней осени, например, на груши, вот, то в принципе вы можете им побороть. Обрабатывать надо раз в 2 недели с частотой или раз в месяц, но это будет больше зависеть от погоды. То есть если погода у вас сырая, часто идут дожди, то, конечно, лучше чаще обрабатывать. Им можно побороть ржавчину груши. Но также вы должны обрабатывать и можжевельники, которые у вас находятся на участке, потому что ржавчина груши, она зимует, ржавчина, она как бы хозяином является можжевельник, на котором она зимует, и летом она переносится уже на грушу, поражает грушу. Отличный препарат должен быть в каждой аптечке обязательно. Опять же, у вас он может называться по-другому, поэтому обращайте внимание именно на действующее вещество – дифеноконазол. Хорус предназначен для ранней весенней обработки. Прекрасный препарат. Вот, работает от манилиоза прекрасно. Сейчас очень много косточковых болеют манилиозом. Если вы видели, то после того, как растения зацветают, у него прям веточками отсыхают. На вишне это очень хорошо заметно. Это хорошо заметно на абрикосе, ну и многих других косточковых. Кокомикоз, клястероспориоз, также по мучнистым росам хорошо работает. Вот, серой гнили и так далее, и так далее. То есть у него очень большой спектр болезней, против которых он помогает. Ну, тут главное правильно его использовать, и начиная с фазы, когда у нас бутоны раскрываются, начинать обрабатывать уже наши растения. Вот, прекрасный препарат, и также еще работает и против парши, ребята. Вот, обязательно должен в каждой быть аптечке. Следующий отличный препарат – это Switch. У нас он называется Switch, препарат компании Syngenta. Вот, хороший, отличный препарат. Чем он отличается от других препаратов? Назову действующее вещество – ципронидил и флудиоксанил. В нем содержатся 2 вещества. Чем же он отличается от других препаратов и почему он должен быть в вашей аптечке? Это уникальный препарат, практически единственный, который я знаю на рынке. Ну, как бы все остальные, они более узконаправленные. Это достаточно против широкого спектра действует болезней. Вот. Он помогает при плодовых гнилях, манилиозе также помогает отлично, серой гнили. Он работает больше вот против бактерий и болезней, которые вот именно не засушивают ваши растения, а именно вот когда гниют. Альтернариоз, антракноз также отлично с ними борется, фузариоз и мокрая и серая гниль. Он подходит культур, в принципе, для большинства овощных культур, большинства плодовых культур и также и декоративных. Далее у нас отличный препарат Топсин М. Так, что у нас тут по действующему веществу? Тиофанат метил. С чем этот препарат работает? Против мучнистых роз хорошо работает, антракнозов и кокомикозов. В принципе, этот препарат не обязательно иметь, то есть эти препараты у нас вышеперечисленные, они большинство этих болезней
перекрывают, но достаточно хороший препарат, тоже дополнительно, почему бы и нет. Вот, если не работает что-то из вышеназванного, вы можете применить его. То есть это как страховочный, больше страховочный препарат. Следующий препарат называется Ревустоп. Эффективный фунгицид, именно который работает по фитофторозу томатов, вот, и картофеля. В принципе, именно тот, который работает по фитофторе, это один из лучших. Советую всем, кто выращивает овощные культуры. Вот. Те, кто занимается декоративкой, там тоже надо смотреть. В принципе, он не обязателен. Следующий препарат – это, ребята, Топаз. Топаз, чем он хорош? Работает по мучнистой росе. Но вы должны не забывать, что если вы хотите ее победить, так сказать, то после каждых осадков вы должны им обрабатывать. Прекрасно работает на смородине, на крыжовнике, на многих таких культурах, как декоративных. Ну, например, у нас есть растение катальпа, которое болеет осенью очень сильно мучнистой росой. Отлично работает, но всегда надо заранее обрабатывать. Также прекрасно работает на декоративных культурах действующее вещество пеканазол. В принципе, по фунгицидам мы закончили. Вот. Все, что я использую в своей практике, здесь фунгициды есть. Может быть, я, конечно, что-то упустил, но я думаю, что большинство болезней вы ими победите. Далее мы перейдем к группе биологических препаратов, так как сейчас очень популярно защищать свои сады именно в экотренде, чтобы не загрязнять почву, воздух и так далее. Вот. У меня здесь представлено два препарата. Один у нас против грибковых заболеваний, один у нас инсектицид против вредителей. Что хотелось бы сказать. Фитоспорин, в принципе, общеизвестный, тут даже не надо говорить о действующем веществе. Вот, но могу сказать вкратце, что здесь содержатся споры и клетки живые бактерий определенного штамма, который борется с различными грибковыми и бактериальными заболеваниями. Вот. Этот препарат очень хорош, но если им пользоваться заранее, то есть этот препарат применяется, как правило, по схеме, то есть болеет, не болеет, вы его применяете. Вот. Тогда он может вам помочь. Если растение заболело, в принципе, то маловероятно, что вы его уже вылечите. Вот. Препарат очень хороший, всем советую, именно из биологических. Следующий препарат называется Актофит. Вот. Это биоинсектицид. Где он очень классно применяется? Применяется он в цветоводстве, то есть для комнатных растений. Когда у вас заводится тля, щитовка, вы можете им прекрасно работать в комнате, не боясь, что вы отравитесь сами. Если заражение очень сильное, то в принципе он не совсем хорошо работает. То есть все-таки тля возвращается и достаточно сложно. Щитовка то же самое, белокрылка. Вот. Но советую. В теплицах тоже прекрасно работает. Следующая группа препаратов, которую я хочу представить, здесь всего лишь их два. Это Провантамайд и Вермитек. Эти препараты направлены своим действием на борьбу с клещами. Клещи у нас, как вы все знаете, они вездесущие. Поражают как комнатные растения, огурцы прекрасно едят. Вот. Также они отлично питаются туями, различными елями. Вот. То есть они вездесущие практически. Там, если у вас изгородь из берючины, вы должны знать, что такое клещ. Либо растет ель коника, ее тоже поражают. Едят они все подряд. Вот. Вот эти два препарата призваны бороться с ними. Итак, первый давайте рассмотрим. Провантамайд. Я назову, так, сейчас надо найти, где здесь действующее вещество. Я их не запоминаю, в принципе, но вам назову. Так. Спиродиклофен. Действующее вещество. То есть у вас он может, этот препарат, называться совершенно по-другому. Применять его можно на любых культурах. Декоративных, овощных культурах, каких-то цветочных культурах, на всем абсолютно. То есть работать по деревьям обязательно. То есть это отличные препараты, которые можно использовать везде. Единственное место, которое надо использовать с осторожностью, это комната. То есть вот как у меня на заднем плане растения.
вы видите, с ними, то есть для того, чтобы не отравить воздух в этом помещении, их надо выносить и обрабатывать, стараться на улице. Вот. Второй препарат Вермитек называется другой компании. Вещество называется во втором препарате Вермитек абамектин. Вот. Прекрасный препарат. Тоже самое могу сказать, что работает везде по всем культурам. Тут вы не ошибетесь. Где бы вы его ни применяли, он будет работать. Следующая группа препаратов, которую я хотел бы вам осветить, это препараты называются инсектициды под общим названием. Здесь у меня представлены системные инсектициды, так как я работаю с декоративными растениями и их никто не ест, ну кроме вредителей, конечно же. Вот, поэтому в моей аптечке представлены именно системные. В вашей аптечке должны быть представлены еще и контактные инсектициды, но в моей их нет. Итак, первый препарат антихрущ, действующее вещество бифентрин и имидоклоприд. Вот, то есть тут два действующих вещества, которые работают по-разному. Имидоклоприд действует контактно, то есть когда он попадает на вредителя, он убивает его практически мгновенно. Вот. Второе вещество, оно действует системно, то есть оно пропитывает растение полностью и убивает тех, кто живет скрытно и съедает его какие-то части, корни либо стебли, вот, и умирает тем самым. Следующий общеизвестный препарат Актара, прекрасный препарат. Достаточно современный, безопасный. Вот. Часто его очень применяют как на огородных культурах, то есть таких как картофель, томаты и огурцы. Вот. Также его применяют очень широкому спектру плодовых культур, вот, и декоративных в том числе. Очень популярен он также и в цветоводстве. Вот. Проливают в горшочки, если ваши растения заболели щитовкой, прекрасный препарат. Советую иметь всем. Итак, что тут по действующему веществу? Тиаметоксам. Действующее вещество. Вот, чтобы вы понимали, то есть если у вас он называется по-разному, вы можете ориентироваться на действующее вещество. Следующий препарат отличный и, кстати, родственник Актары. Вот, называется Энджио. Чем он отличный? Такой вредитель, как, ну, если у вас есть самшит, вы знаете, что такое самшитовая огневка. В последние годы она очень сильно поражает самшит, и этот препарат отлично с ней борется. Почему? В его состав входит два вещества. Вот, это тиаметоксам, тот, который у нас в Актаре, вот, системного действия, и лямдоцигалатрин, тот самый перитроид, о котором я говорил, который контактного действия. Вот. Тем самым, когда вы обрабатываете самшит, кусты, как правило, очень плотные, гусеница сидит внутри, и ее достать очень тяжело, то есть ну, часть гусениц сверху. И этот препарат убивает и те, то есть он пропитывает полностью растение и хорошо с ней борется. В принципе, прекрасный препарат, также его можно применять и по колорадскому жуку, и по многим другим вредителям, которые поражают наши культуры. Последние два препарата, которые у нас остались, это препараты современные, проклеим. Отличное действие против огромного широкого спектра вредителей на декоративных культурах, плодовых культурах, овощных культурах. Для цветочных он подойдет, но он достаточно небезопасен. Этот препарат относится ко второму классу опасности, но если другие препараты вам не помогают, вот это ваш выбор. То есть большинство вредителей, таких как минирующие моли, скрыто живущие вредители, какие-то щитовки, тля, хермесы, тот же самый колорадский жук, вот, прекрасный препарат, новый, современный, недавно только появился у нас. Последний препарат отдельно хочу выделить, это отличный препарат, и чем он отличный, тем, что он достаточно безопасен. Вот. Это один из самых безопасных и современных препаратов, которые хорошо борются с вредителями, со скрыто живущими, вот, с уникальным действием. Также он защищает пчелок, то есть пчелки у нас не страдают от этого препарата, при этом большинство вредителей он прекрасно с ними борется. Называется он Караген. Действующее вещество у нас
антранилипрол. Так, действующее вещество достаточно сложное. Вот, не советую его вам запоминать. И вообще, как бы, это препарат компании Дюпон. Он запатентованный. И как бы остерегайтесь подделок, скажу я вам. Потому что препарат очень хороший. И я считаю, что он должен быть у каждого в аптечке, так как он безопасен для пчел. А пчелки, вы знаете, очень полезные насекомые. Поэтому и о них тоже надо заботиться. Итак, на этом, в принципе, можно закончить по инсектицидам. И мы переходим к следующей группе препаратов, очень важных для наших участков. Они должны быть тоже у каждого в аптечке садовода, любителя или профессионала. Так как эти препараты борются с сорняками на наших участках. Вот. Первое – это ураган, всем известный. Давайте назовем, большинство, я думаю, его знает под названием Roundup. Вот. В этом препарате содержится действующее вещество глифосат. Все гербициды сплошного действия, называют их смерч, буран, как здесь ураган, то есть все такие звучные названия, все они содержат глифосат 48,5%. В некоторых содержится чуть-чуть больше, но это не столь важно. Этот гербицид убивает все всплошную. Редко какие сорняки выживают после обработки этим гербицидом. Сейчас вот так навскидку вспомнить, ежевику плохо бьет, вот, и очень так слабенько берет хмель. Как ни странно, хмель лиана, но он его достаточно слабенько берет. То есть хмель выживает после обработки. Остальные такие общеизвестные, как одуванчики, пырей, сложно убираемые сорняки, просто 7 дней и у вас чистое поле. Вот. Отличный гербицид сплошного действия для того, чтобы полностью избавиться от сорняков. Да и не только от сорняков, им можно побрызгать даже картошку, если вы хотите от нее избавиться, естественно. Вот. На нем закончили. Следующий гербицид тоже, здесь я уже вам представлю избирательного действия гербициды. Это фюзелат форте. Это послевсходовый гербицид. И чем же он отличается от других гербицидов? Он с избирательным действием. Этот гербицид убивает злаки. Почему он у меня в аптечке находится? Так как иногда мы работаем с альпийскими горками, и там представлена масса растений больших, мелких, таких как флоксы шаловидные. И частенько в таких мелких растениях появляются сорняки, такие как пырей, овсяница, которые относятся к злакам. И из ковра флоксов, например, да, или из того же стелющегося можжевельника очень сложно выделить, то есть убрать этот сорняк. Вы его вырываете, он вырастает заново, заново и заново. Вот этот гербицид очень хорошо не трогает флокс и убивает злаки, которые в нем завелись, либо тот же можжевельник. Вот. Очень узкоспециализированный, но нужный. Советую не обрабатывать им газон, потому что вы его уничтожите полностью. То есть этот гербицид работает по злакам, он убивает злаки. Действующее вещество флуазифол П-бутил. Достаточно сложное название, но я под видео обязательно все названия, которые я в этом видео произнес, я обязательно напишу вам для того, чтобы вы ориентировались хорошо, какие гербициды и против чего, для чего, то есть для каких болезней или для каких вредителей они предназначены. Отличный гербицид, фюзелат форте называется он у нас. Следующий гербицид, вернее, это широкая группа гербицидов, которые спасают наши газоны от сорняков. Вот, прекрасно подходит именно для борьбы с одуванчиками и вообще всеми двудольными растениями, которые у нас на газоне, такими как клевер, и большинством широколиственных сорняков. То есть газон этот гербицид оставляет, вообще все злаки. А с такими сорняками, как одуванчик,
тот же клевер, он отлично борется. Называется он Диалент Супер. Действующее вещество у нас дикамби и диметиламинная соль. Вот, два действующих вещества, прекрасный гербицид. Таких гербицидов много, но в аптечке пока один. Я думаю, что его достаточно, в принципе, с головой. И последняя группа препаратов, которые я представил, она не совсем относится к пестицидам. Вот, это больше, как бы скажем, стимуляторы роста, удобрения, даже их можно отнести к удобрениям. Вот, это два препарата прекрасных. Кому они подойдут? Называется один Радифарм. Вот так. Что это за... Это комплексный препарат, то есть в нем очень много действующих веществ различных. Он призван улучшать корнеобразование у пересаженных растений. То есть если вы пересаживаете комнатные цветы, либо же декоративные растения какие-то на улице, либо же вы укореняете что-то. Вот. Это отличный препарат, который помогает корням гораздо быстрее и эффективнее образовываться на черенках, на саженцах пересаженных, чтобы они минимально страдали при пересадке. Вот. Прекрасный препарат, я считаю, что он должен находиться тоже у каждого в аптечке. Вот. Последний препарат новый, он новый для меня, я недавно начал им пользоваться. Это Киндал Плюс. Вот. Хороший препарат. Чем же он хорош? Опять же, его применяют именно при пересадке растений, то есть для того, чтобы растения переносили лучше стресс. Применяют его по листьям. Если Радифарм, я, извините, не сказал, с помощью него замачиваются черенки, либо поливаются пересаженные растения, то этот препарат применяется именно по листве, как правило. Вот. В нем содержатся аминокислоты, вот, микроэлементы. Аминокислот здесь 18, если не ошибаюсь, содержится, то есть практически все. Вот. Плюс макроэлементы, которые помогают растениям переживать стресс после пересадки. Вот. Если вы часто пересаживаете ваши растения, то этот препарат советую очень всем. На этом обзор аптечки садовода можно закончить. В принципе, здесь я большинство препаратов осветил. Если у вас есть другой опыт, делитесь ими в комментариях с нашими зрителями. Всем спасибо огромное за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, естественно, оставляйте комментарии. Всем до новых встреч!